Всем привет, меня зовут Михаил Лебедкин, и сегодня я покажу и расскажу, как разводить костер в мокром или зимнем лесу. Желательно начать с заготовки бересты. Мы находим березу, подходящую, где легко отрывается береста. Прямо можно руками это делать, без ножей, топоров. Просто руками, что отрывается, с какой стороны. Причем, смотрите, она сейчас влажная у нас немножечко. Снег идет, потому что дожди были. И что мы сейчас делаем? Нам надо ее просушить. Пока мы идем, как раз, например, у нас переход, еще там полчаса-час, потом заготовление дров, там выбор места для стоянки и так далее. Поэтому вот мы ее заготовили побольше. Чем больше, тем лучше. Пусть будет лучше с запасом. Заготовили. После этого, как мы можем ее высушить, просушить? Мы берем, снимаем шапку, укладываем ее сюда, надеваем шапку обратно, закрываем, все. Голова у нас аккумулирует большое количество тепла, поэтому, находясь она в шапке, у нас будет тепло выделяться и сушить нашу бересту. Также, между прочим, можно сушить мокрые спички. Другой вариант, где мы можем сушить бересту, спички, даже варежки, свои перчатки мокрые, это может быть за пазуха. То есть, когда мы засовываем прямо под футболку или под термобелье голому животу, живот тоже выделяет большое количество тепла, поэтому там все прекрасно сохнет. Не так быстро, конечно, но за час, за два может спокойно подсохнуть у нас наши спички или береста. На месте стоянки мы ищем тонкие веточки. То есть в идеале надо найти толщиной веточки сначала со спичку, потом побольше, потолще, с палец, с руку, и заканчивая уже полноценными большими дровами. Находим вот такие вот тоненькие веточки внизу деревьев. Причем даже внизу живых деревьев они растут. Собираем самые тоненькие. Они, как правило, сухие, потому что их закрывает сверху крона, листва, иголочки. И это самый нормальный вариант, подходящий для нашего будущего костра. Главное не брать зеленые. Вот это мы берем с собой, забираем вот этот кусок коры. На нем мы будем разводить костер, чтобы изолировать сырую холодную землю от нашего молодого огня. Смотрите, мы вот сейчас нашли упавшую сухару. Она еще, видимо, недавно упала, потому что еще относительно такая свеженькая. И сейчас мы забираем с нее что? Забираем с нее самые тоненькие веточки, сначала начинаем. Прямо вот такие вот, толщиной со спичку и тоньше. В идеале нам надо собрать вот такой вот пучок, желательно, этих веточек. Соответственно, не забываем, особенно если мы зимой это делаем, что желательно, чтобы перчатки были сухие, потому что если будут мокрые перчатки, то у нас вот эти веточки, они будут промокать даже от незначительной сырости, потому что они очень тонкие. Смотрите, может показаться, что это все долго я делаю, но лучше потратить время на подготовку костра, чем потом по несколько раз переделывать. Потому что подготовка — это основа, и поэтому не надо лениться, торопиться. Важное правило при разведении костра — это то, что нужно все дрова собирать сразу же. То есть мы должны, начиная вот с таких вот маленьких веточек, с бересты, вот таких маленьких веточек, собрать все остальные дрова уже всех размеров. То есть потом потолще, с палец, с 2 пальца толщиной, потом с руку, потом с ногу, то есть чтобы у нас уже все дрова лежали
перед нами, и чтобы нам не пришлось их потом бегать искать, когда мы разведем костер. Потому что условия могут быть разные, там может наш костерчик потухнуть, у нас может быть там спички закончатся, да, там мы потратили на это время, а потом побежали искать, собирать остальные дрова, ну как бы это вообще неправильно. Поэтому не ленимся, сначала все подготавливаем, собираем дрова, потом уже спокойно разводим и сидим на месте и кайфуем. Чем удобны вот такие вот сухары сосновые? Тем, что на них есть все удобные нам и нужные размеры веточек. То есть начиная от самых тоненьких, как спички, потом у нас потолще есть, потом еще потолще, потом сам ствол можно ломать. И вот мы с одной сухары можем развести полноценный нормальный костер, как это положено. Важный показатель правильности веточек, подходящих веточек, это то, что они должны именно ломаться, хрустеть, а не гнуться. Это говорит о том, что они сухие. И как раз то, что нам нужно. Видите, они легко ломаются. Это я сейчас собираю веточки, ломаю следующие после наших самых тонких. Начинаем непосредственно само разведение костра. Для этого выбираем подходящее место. Расчищаем по возможности там, от снега, от листиков, от иголочек, если это у нас летнее время. Делаем такую пожаробезопасную площадку. Но вот сейчас у нас ничего в принципе не угрожает по пожару. Дальше кладем наши веточки сухие. Кладем нашу подкладку. Если такой бересты нету, куска, не бересты, куска коры такого нету, то мы можем сделать подкладку вот из подобных веточек. То есть наломали их примерно такой длины, выложили такой коврик и на них уже разводим, чтобы у нас сырая земля и испарение от маленького огня, от начинающего ее, не душили наш костер, не мешали его разводить. Так, дальше. Ну что, смотрите, как можно дальше сделать. Оп. Как обычно я делаю это. Я беру вот эти наши тонкие веточки. Вот можно, видите, у нас костерчик, у нас есть береста, вот эта сложная, да, уже скрученная. Мы ее вот так вот укладываем, и у нас вот здесь появляется небольшая такой зазорчик. Вот именно сюда, снизу, мы и будем сейчас подносить нашу спичку или бересту и зажигать ею. Давайте пробуем. Почему снизу надо? Потому что огонь у нас идет снизу вверх. Соответственно, костер мы все время поджигаем именно снизу. Готовим. Ну вот у нас потихонечку начинает разгораться костер. Как я уже говорил ранее, у нас под рукой есть уже дровишки потолще. Мы можем их уже готовить и, в принципе, начинать их укладывать наверх. Не слишком толстые сначала. Важное тоже правило разведения костра, то, что мы в костер дрова не кидаем. Мы их аккуратно укладываем, вот так вот сбоку, со стороны, если боимся обжечься. Аккуратненько подносим веточку, ставим. Если у нас нету тонких веточек, но бывает такой вариант, да, когда там лес такой, ну, трудно найти, долго искать, тогда мы делаем что? Мы находим тоже какую-нибудь сухару, отламываем у нее какую-нибудь половинку, часть. И наша задача добраться до ее сердцевины.
Вот сюда вот. То есть нам надо ее вдоль расщепить ножиком. И там уже настругать сухую древесину, сухую сердцевину. Если у нас нет топора, пилы с собой, то дрова можно заготавливать. Вот так вот ломать. Рычагом между двух рядом стоящих деревьев. В принципе, классный вариант. Как правило, таким вариантом мы пользуемся в наших походах. Как правило, ходим без ножа, без топоров, без пилы. Вот, справляются даже дети, девочки, и вообще классно. Все, теперь мы разрубаем наше дерево пополам. Причем советую складными ножами вот так вот не батонить, потому что они не совсем для этого предназначены. Лучше цельнометаллические ножи, такие единые, где пространство. Так, зря убрал. Теперь вот эта вот сердцевинка, она, как правило, сухая. Можно еще ее на четверть разрубить, чтобы прям вообще удобно было. Так. И теперь желательно опять же найти какую-нибудь подкладку, какую-нибудь кору. Давайте мы сейчас посмотрим. Чтобы на нее стругать. Чтобы не на холодную, мокрую, снежную основание это делать. Ну вот у нас здесь прогорело. Сейчас соскребаем стружку. Такие вот барашки. Чем будет ее больше, тем лучше. Мы настругали сначала тонкие веточки, тонкие барашки для самой растопки. После этого мы можем из этого же полена уже потолще палочки заготавливать. Вот такие вот, которые будут уже на следующем этапе у нас разжигаться. Теперь пришло время вспомнить про нашу бересту, которая уже к нашему времени должна подсохнуть. И сейчас мы ее будем разжигать. При этом мы ее разводить будем не просто не спичками, а огнивом. Классное средство, люблю я это дело. Теперь смотрите, также мы используем, опять же, напоминаю, на подкладке. Береста у нас самая тоненькая, самая такая пушистенькая. Пожалуй, в идеале еще пушнее ее делать. И начинаем соскребать. Оп. Береста загорелась. После этого подкладываем наши вот эти вот барашки. После барашков подкладываем тоненькие, маленькие дровишки. Ну вот, что оказалось проще, чем первый вариант у нас. То есть мы там сожгли со второй спички. К сожалению, здесь вообще все идеально получилось. В принципе, ничего трудного. Главное знать правила, последовательность и пробовать тренироваться заранее, прежде чем оказались в каких-то настоящих условиях. Вот. Надеюсь, был полезен. Ставьте лайки, пишите комментарии. Пробуйте, ходите в лес. Увидимся в лесу.